Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре прем-танк 8 левела, тяжелый, американский Т-34. И да, мы сегодня его будем рассматривать именно с точки зрения фарма серебра, играя на этой танке без голды. Насколько это возможно, играя там, не знаю, куда мы пойдем, против девяток, десяток, либо в одноуровневых боях, но строго без голды. И прежде чем мы продолжим обзор этой машины, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование Т-34. Погнали! Итак, господа, Collision модель нашей Т-34, не путать, да, с средним танком СССР. Это тяжелый американский танк. Начнем давайте с корпуса. НЛД 116, 8,7 по краям. И как для корпуса НЛД, да, в частности нижней лобовой детали, это очень мало, как для 8-х левелов. ВЛД 144, 148, пулеметное гнездо 92, вот здесь 115, 157, есть вот рикошетная зона, но господи. Все это полный картон. Корпус Т-34 слабый. То есть получается, что же за тяжелый танк такой. Теперь касаемо башни. Начнем с маски орудия, которая занимает больше 30% всей башни. Да, 279, 500, 570, 580. Вот здесь вообще 700, 600. Круто, не пробить. Основные щеки башни по краям от маски. Справа 290, 280, 300. То же самое внизу 400. Здесь 298. То есть башня лютая броня. Не то чтобы как для даже 8-го левела. Да это лютая броня и для 9-го, и для 10-го левела. Теперь касаемо верхней части башни. Вот здесь спереди 600-400. И вот планочка у нас всего лишь 38 миллиметров, приведенки 80. И да, именно сюда, в эту планку пробивается эта машина. Есть еще вот такой замечательный люк. Вот, но там в приведенке дофига. Есть вот единственная верхняя часть. Но она очень маленькая, очень узенькая. Выцелить ее, конечно, тяжело. Но зачастую сюда люди попадают, играя против вас. Поэтому, в принципе, планка и тоненький лючок. Боковое бронирование 76. От борта, борт у нас прямой. Вот, от борта танк может вполне спокойно играть. Может. Все, главное не перекручивать, конечно же. Еще раз, корпус дырявый. Башня лютая броня. Планка наверху, люк. Так, с броней разобрались. Все тут круто. Да, относительно башни. То есть, учитывая, что у этого танка есть УВН, у нас минус 10. Соответственно, этот танк комфортно себя чувствует на рельефных картах, играя от башни. И хорошо чувствует на городских картах, там где высота, так сказать, укрытие позволяет спрятать целиком корпус, играя опять же от башни. Давайте поглядим орудие этого танка. 9-й левел орудия. Вот 120 миллиметровка. Альфа 400, приятная. Также на этом танке очень приятное бронепробитие на основном снаряде. 248. У многих одноклассников тяжелых танков 248 это пробитие на голде. У нас на обычном снаряде, и это, кстати, ББшка с нормальной нормализацией, 297 пробития на голде. Да, это круто. Заряжается пушка на стоке 15 секунд, 0,35 точность, и опять же, как для тяжа, шикарная точность, потому что, ну, в основном это, наверное, там в районе 0,4-0,42, а у нас 0,35. Но сводится пушка крайне неприятно, 3,2 секунды. Это нужно учитывать. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке вездеходная ходовая, притирка шестерное ведение в четвертом блоке. Мы помним, что у нас со сведением орудия беда. Вот. И в пятом блоке звукоизоляцию. Здесь танк медленный, честно говоря.
Но я все-таки на него поставил огневую мощь вторым слотом, потому что буду катать на этой машине. Да-да. Очень часто я люблю на тяжах катать с турбиной, но здесь я буду без турбины. Этой пушке нужен все-таки стаб, досел. Ну и я вот вместо закалки поставил вентиль. Поясню, почему я здесь не поставил закалку. По той простой причине, что мне нет никакого смысла вообще где-либо показывать корпус, там, где может пригодиться закалка, чтобы меня не ставили на каток. Почему? Да потому что корпус у нас дырявый, да, от борта еще может играть. Но выезжать от переда или еще что-то делать, показывая противнику корпус, нам крайне не рекомендуется, банально, можно сказать, нельзя. Поэтому поставил вентиль, который мне поможет там ДПМу прибавит, к точности и ко всему по чуть-чуть. И вам рекомендую делать так же. По снарядам основной ББ, как я уже сказал, летит 945. Нормально. Голда у нас подкол летит 1000, почти 200 метров в секунду. Отлично. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас мега огромный экипаж. 6 членов экипажа, Перки наблюдает перед собой по таблице. Теперь по плюсам и минусам. Что мы еще по пушечке не сказали? УВН сказали. Вот точность у нас улучшилась. Да. У нас ДПМ почти 1000, ну почти 2000, там 1902. Что вполне, вот пушка уже заряжается, кстати, не 15, а менее даже 13 секунд. Альфа хорошая. Все, по пушке у нас есть УВН, достаточно быстрые снаряды. Хорошее пробитие на ББшках, как раз танк уже намекает, что для фарма-то, ребята, возьмите меня, я подхожу. Вот мы сегодня и проверим, да. По ХП 1550, ну, можно сказать, средний параметр по количеству ХП вообще среди 8-х левелов тяжелых танков. А вот по мобильности 35 вперед, и у нас нет турбины, да, 12 назад. Менее 15 лошадей на тонну удельной мощи нам говорит, что даже вот эту максималку в 35 км в час этот танк будет набирать достаточно медленно. По обзору 413 метров, и это, можно сказать, чуть-чуть выше стандартного параметра тяжелых танков на 8-м левеле. Еще раз, ребята, обобщим, подведем итог, так сказать. У нас дырявый корпус за исключением игры от борта. У нас лютая броня в башне для игры в городских условиях из-за укрытия. Ну и, конечно, на рельефных картах, играя от УВН, от брони башни. Отправляемся в бой, будем играть без голды, только на ББ. Вперед! Так, господа, обзор боем Т-34, американский тяжелый прем-танк 8-го левела. Играть будем против десяток, круто. Ой, круто, да. Без голды, на ББшках. Вот посмотрим, как этот танк себя ведет против десятых левелов. Сейчас поглядим. Хорошо, хоть арты нет. Уже радует. Так. О, на остров поехал. На лютой имбе 263 на остров. Красавчик. Все, нас уже сливают в самом начале боя. Как это не прискорбно. Но покидать я ее не буду. Будем воевать. О, ИСа 7 побили, ребят. Мы крутые на ББшках. О, а ИС-3 сейчас
Весь попередохнет. О, чарфутуру дали. Все, ребят. План выполнили по настрелу. Почти. Ух ты, стреляет, даже не видно его, бля. А что тебе это даст? Не все. Мы же переедем, то примем тычку от тебя разок. Но не больше. Ух, пробили. Хорошо, в башню его. Все, пора ехать еда бить. Вражеского. Врагу не сдается наш гордый варяг. О, по попке ему. Чтоб он не дурил. А че это там чарфутур где-то, гля, там вообще исполняет. Вот и еще ему. Все, ребят, план выполнили. 3К суммы есть, нафармили. Так, ПТшек до хера. Неужто они все тут стоят? Нам бы подсветить бы. Так, ИПшки есть, может чекнем аккуратненько. О! Вафельки дали. Противник даже в огне немножко был. Ну-ка, заряжайся. Все, убили. Так, 3К на стрел, 600 на свет. Плюс, я не знаю, там блайнд у нас тоже же, наверное, будет считаться. Ух ты. Это я промечу вот так. Вот. Мы ранили Скорпиона G. Все. Зажил Скорпион у них. Сейчас как стукнет нас больно. Ух ты. Он нас сейчас убьет, ребят. Ну да, промазал. Единственное. Не повезло парню. Ну все, убьет, гад. Убьет. Да, убьет. Ну понятно, я на открытой местности. Я надеюсь, здесь победа будет. 3700, 3800 чисто на стрел, 800 на свет. Что у нас там? 4500 суммы уже. Даже 4600. И плюс, по-моему, блайк. 5К, я думаю, мы на нем исполнили суммы. Да, победа. Ну, на фашат я вообще не рассчитывал. А он топиться поехал, вы понимаете, что происходит? Негодяй. Да дави ты его, гос, и остальных без тебя добьют. Прыгай на него просто, топи его. Ты куда поехал? Дед, ты чё? Дед. А добивать? Ну ты все равно ни к кому не успеешь, дед. Вернись. Ты его решил добить вот так. Ну тоже можно, в принципе. Да, согласен. Если ты его увидишь, что.
По идее, должен увидеть. О, красавчик. Все, вообще молодец. Дед хитрый оказался, хитрее меня даже оказался. Дайте смотреть, что нам за наши ББшки-то и начислят. Сейчас посчитаем. Готово? Все, карманы раскрыли, кошельки, сейчас серебро будут падать. Ну, я по идее думаю, там против десятка же воевали, да? Ну, каких-нибудь нестыдных там больше 200 тысяч серебра должны начислить. А затрату, вот, 205, угадали. Оп! Первое место по урону. Чистый урон 3800. 3800 и 4600. Ну, почти 4700. Нормально. Еще заблокировали урона на 1700. Чистыми 181 тысяча, господа. Так что вот и думайте, нормальный ли танк для фарма. Я считаю, этот танк можно брать каким-нибудь там, кто только, что называется, начинает играть в танки. После AMX M4 49L, вот, после Льва, там где брони дофига, иметь броню только в башне, не иметь броню в корпусе, эту машину можно для фарма все равно иметь, играть от УВН, от башни в городе. Да, люк, да, иногда закидывают, но в целом броня лютая. Вот, поэтому, ребята, у кого есть Т-34, пишите свои комментарии, как вам эта машина, получается, не получается, фармить на ней, какое оборудование мы используем. Конечно же, прожимайте лайки, но я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.